смена тренерского штаба, хотелось представить группу в полном объеме. Наверное, из-за этого было дополнительное волнение какое-то, но в целом мы справились хорошо, несмотря на неполадку с музыкой. Очень неожиданно было. Когда мы делаем связку, я смотрю на Аню, и там Не та музыка. вот такие глаза просто. А я не понимаю, ну, я просто подустал чуть-чуть, и у меня ножки уже так осели, и я, думал об усталости, и музыку что-то на моменте потерял, и Аня на меня смотрит, что происходит? А потом делаю первый шаг дорожки и понимаю, что, кажется, что-то не то. Музыку я на почту отправляла, если что. Зато мне сколько мозг делал, контент заполни так, правильно, твизло, там, 5-10. Мы продолжили, как стояло, но что еще делать? Сохранять спокойствие, вот, и можно было, вот как мы сделали, чуть-чуть замедлиться, как раз еще и сил поднабрать, ну и чтобы вперед музыки не пролететь и хотя бы немного попасть в акцент. Ну, лучше не импровизировать. Да. Было, во-первых, больше сил до конца программы, то есть по выносливости проехали намного лучше, чем на контрольных прокатах. И, в принципе, по чистоте исполнения тоже сегодня было получше. Поддержка, она такая рискованная, скажем так. То есть мы не можем сказать, что она нестабильная. На тренировках мы ее делаем стабильно, чисто, то есть каких-то непредвидимых ситуаций не происходит, но она опасная тем, что чуть что не в ту сторону, и все. То есть выкрутиться оттуда очень сложно. То есть некоторые поддержки можно там, как-то вытащить, спасти, а с этой нужно прям делать всегда все четенько. Удалось спасти. Да, кстати, удивительно. У меня головой пару раз было, и то не сильно. Меня хвост обычно спасает. Но у меня от этого я режу руки постоянно. У меня вон новый шрам, вот этот вот тут на пальце у меня шрам уже от этого элемента. Тоже все битые. Когда начинаю вставать, у меня же руки получаются за спиной, и я иногда провожу по своим конькам, когда достаю руки. Вот, поэтому тут, да, более такая неприятная ситуация. А так штучка прикольная. Мы долго за нее боролись, потому что она изначально должна была, мы планировали немножко по-другому делать, то есть еще один дополнительный оборот, но в итоге таки не было. И так сойдет. Чуть-чуть совсем, да, подкрасила, не сильно решила. Просто попробовать хотя бы, как будет выглядеть. Да я сразу согласился. Прямо, Вася предложила, я говорю, давай попробуем, почему нет? Да, Максим в этом плане вообще идеальный партнер, потому что он готов на любую фигню, которую я предлагаю. Я слышала то, что некоторые, особенно, допустим, одиночники, они прям противники этого. То есть некоторые мальчики ни в какую, они такие, нет, это все девчачье занятие, мы не будем это делать. А некоторые к этому спокойно относятся, это тоже как от человека зависит. Я думаю, после Джокера это еще нормально.
я очень люблю самое начало. Мне прям очень нравится, потому что оно такое необычное, и оно, ну, как бы, не сильно активное. Да, я, кстати, тоже люблю начало, потому что там у меня еще много сил. И можно еще даже там поделать какие-то эластичные Люблю, движения. когда я падаю в хоррор-дорожке, там тоже можно передохнуть немножко. Все-таки полежать. Связка после комбо поддержки, потому что мы там в таком Да, коннекте, так сказать. Мне просто связка очень нравится, она удобная еще. Комбо-поддержка я еще очень люблю. Я там сижу такая. Мне нравится. Ожидания были откатать чисто, мы понимали, что будет тяжело, потому что рано, ну, расписание не очень комфортное, не такое, как обычно, вот, но мы готовились к этому, в принципе, у себя на катке старались в то же время прокатывать, но это не сильно помогло, вот, поэтому ожидания, пусть банально, но это чистые прокаты, учитывая, что это самое начало сезона, сейчас главное уметь себя собрать в нужный момент и показывать чистое, хорошее катание. Хочется сказать огромное спасибо нашему тренерскому Да. штабу, всем, кто нас подготовил. И, наверное, на этом соревновании было чуть более волнительно, Да. я бы сказал, потому что хотелось показать, что мы наработали за начало сезона и не подвести наших тренеров. Стало как минимум более спокойно, если уже не выходишь вот такой вот немножечко. Тут мы вышли и просто понимали, что нам нужно чисто, спокойно, на контроле, но в то же время эмоционально проехать программу. В принципе, так и получилось. Мне нравится поддержка, и мне нравится начало хореодорожки. Вот это вот два таких самых любимых моих момента. Концовка в любой программе любимый. Но для меня высокая поддержка. Ну да, Вот прикольно. она мне нравится. По ощущениям, это кто катался на как аттракцион, свободное падение. Вот я примерно то же самое ощущаю, когда я вроде такая лечу, и тут такой тыщ. Вот, прикольно. Я боялась, что будет тяжелее по физике катать. Ну да, то, что без тренировки выходить и, как говорится, с чистого листа выйти и скатать. Работы предстоит еще много, впереди целый сезон, будем накатывать, будем улучшаться. И там уже в конце сезона, я думаю, надеюсь, что разница будет уже видна.